Приветствую на канале. С вами Алекс Моторный. На связи Харьков. Как всегда, рассказываю вам, чем живет наш город, какая обстановка и какие новости. А Харьков уже вовсю готовится к Рождеству и Новому году. Несмотря на все сложности, город постепенно украшает улицы, устанавливает иллюминацию, чтобы создать людям хоть немного праздничного настроения. Но вместе с этим продолжаем жить в режиме военного времени и помнить о тех, кого потеряли. Теперь каждый день ровно в 9 утра в Харькове будет включаться красный сигнал светофора на 1 минуту молчания.
Это символическая пауза, призванная напомнить нам обо всех погибших и о том, что война продолжается. Что ждать харьковчанам этой зимой и как готовиться? Заместитель начальника Центральной диспетчерской службы Харьковоблэнерго Игорь Илюхин отметил, что конкретных универсальных советов нет, но каждый должен иметь свой тревожный набор: павербанк, фонарик, минимальный запас воды и еды, а владельцам частных домов – генераторы или солнечные панели. Ситуация с обстрелами усложняется, и противник пытается вызвать блэкаут. Поэтому энергетики готовятся к восстановительным работам, а нам нужно относиться к возможным отключениям с пониманием. Это не халатность, а последствия разрушений, которые требуют много времени и редкого оборудования для ремонта. Каждый должен быть готов к своему маленькому блэкауту. А тем временем Харьковская область возглавила антирейтинг по количеству долгов за коммунальные услуги. По состоянию на начало ноября в Украине насчитывается более 794 тысяч долгов за коммунальные услуги, сообщает Open Data Bot с ссылкой на единый реестр должников. Харьковская область на первом месте среди других областей. По данным ресурса, в регионе насчитывается почти 48 тысяч должников. Незначительно отстала Днепропетровская область с почти 45,5 тысяч производств. Остальные регионы идут с отрывом как минимум в 3 раза. Николаевская область – 11 900 производств, Полтавская – 11 300 и Сумская – 8,5 тысяч производств. Чаще всего украинцы задолжались за отопление, это около 40% всех долгов. Потом идут водоснабжение, газ, содержание жилья и вывоз мусора. Интересно, что более четверти всех должников – пенсионеры. Мэр Харькова Игорь Терехов объявил, что в 2026 году бесплатный проезд во всех видах общественного транспорта в городе будет сохранен. Также город продолжит финансировать бесплатное питание для 50-55 тысяч харьковчан и, что особенно важно, строительство подземных школ и детского сада. Кстати, из-за военного положения официальных выходных на Рождество и Новый год в этом году не будет. Во время действия военного положения дополнительные выходные не предусмотрены. Однако работодатели могут самостоятельно определять график работы и предоставлять выходные работникам по собственному решению. А что с работой в Харьковской области? Согласно областной службе занятости, в регионе сейчас около 2940 вакансий. Несколько примеров самых высокооплачиваемых я вам сейчас приведу. Например, инструктор по индивидуальному обучению вождению 50 тысяч гривен, руководитель проектов 49 900 гривен, электросварщик 40 тысяч гривен, водитель погрузчика 30 тысяч гривен и так далее по списку. В принципе, работа есть, особенно для технических и рабочих специальностей. И хорошая новость для любителей архитектуры. Шаровский дворец планируют сохранить. Департамент капитального строительства заказал научно-проектную документацию, которую должны подготовить до конца года. Дворец сильно запущенный, без отопления, без реставрации. Ремонт должен был начаться еще в 2018 году, но теперь, наконец, есть шанс вернуть дворцу жизнь. Вот такие новости на сегодня. С вами был Алекс Моторный. Харьков держится, и мы продолжаем жить и работать. Берегите себя. До встречи в следующих видео на канале.